Привет всем! Добро пожаловать на мой канал скандалов. Прежде чем я перейду к видео, не забудьте подписаться на мой канал и нажать кнопку «Мне нравится». Спасибо, и давайте перейдем к моему видео. Слухи, вздохи, надежды и разочарования. Именно из этих эмоций складывалась история любви Афры Сарычоглу и Мирта Рамазана Демира, ставшая, без преувеличения, одной из самых обсуждаемых тем в турецком шоу-бизнесе за последние годы. И вот теперь, после бесконечных сплетен, громких примирений и болезненных расставаний, пришло официальное подтверждение того, о чем говорили давно: их отношения окончательно завершены. Не осталось ничего, ни надежды, ни фальшивой надежды, ни иллюзий. Только пустота и тихий отголосок того, что когда-то казалось настоящей любовью. То, что Афра и Мерт больше не вместе, стало очевидно для всех, кто следит за их жизнью еще до того, как это стало достоянием таблоидов. Последние недели не было ни общих фото, ни комментариев, ни намеков на совместное будущее. Даже самые преданные поклонники заметили, между ними образовалась непреодолимая дистанция, и не только физическая, но и эмоциональная. А теперь, по словам близких друзей пары, они не просто расстались, они больше не общаются вовсе. Изначально все выглядело как сказка. Они познакомились на съемочной площадке, обменялись взглядами, в которых читалось все: притяжение, уважение, любопытство. Их первое совместное появление на публике стало сенсацией, и очень скоро пресса назвала их самой красивой парой Турции. Афра была воплощением элегантности и независимости, Мерт – харизматичным и страстным. Их контраст завораживал. И хотя они не сразу сделали отношения официальными, все понимали, между ними что-то происходит. Но чем выше взлет, тем болезненнее падение. Их роман, как и у многих знаменитостей, оказался под микроскопом общественного внимания. Каждый их шаг, каждый взгляд, каждое слово – все становилось поводом для обсуждения, критики и догадок. Постепенно это начало давить. Особенно тяжело переносил это Мерт, который не раз говорил в интервью, что внешнее давление разрушает внутренний мир. Настоящей точкой напряжения стала армейская служба Мерта. Пока он проходил службу, Афра осталась в Стамбуле, где продолжала работать, посещать мероприятия, встречаться с друзьями. Именно тогда в прессе появились первые слухи о ее возможной связи с другим мужчиной. Позже эта информация не подтвердилась, но трещина была нанесена. И хотя Афра отрицала все и утверждала, что всегда была верна, Мерт, по словам его друзей, уже не был тем же человеком. Его охватила ревность, недоверие и чувство утраты контроля. После его возвращения последовало временное примирение, которое дало надежду как им самим, так и всем их поклонникам. Они снова начали появляться вместе, пусть и редко, но все же. Казалось, что они готовы работать над собой и своими отношениями. Однако вскоре и эта попытка потерпела крах. Стало понятно, что-то в них сломалось окончательно. Афра выглядела отстраненной, Мерт – раздраженным. Они уже не смотрели друг на друга с тем же светом в глазах. Кульминацией стал тот самый день, когда Афра пригласила Мерта на разговор. По данным инсайдеров, встреча была тяжелой, эмоциональной, наполненной слезами и упреками. Афра говорила спокойно, но уверенно. Она признала, что пыталась спасти отношения, что в глубине души все еще испытывает к нему теплые чувства, но не может жить в постоянном напряжении и подозрениях. Она сказала, что устала быть виноватой по умолчанию, устала доказывать свою верность, устала от того, что любовь превратилась в борьбу. Мерт, в свою очередь, обвинял ее в холодности, в дистанции, в том, что она больше не та, в кого он влюбился. Он не ожидал, что она поставит точку. Он надеялся, что они смогут еще раз начать все сначала.
Но Афра была категорична. Она закрыла дверь, не физически, но эмоционально. И Мерт понял, все закончено. С тех пор они больше не пересекались. Афра сосредоточилась на новых проектах, съемках, общественных инициативах. Она выглядит спокойной, но ее глаза выдают усталость. Мерт, напротив, исчез с радаров. Он отменил несколько интервью, отказался от одного крупного сериального предложения, и даже его близкие друзья говорят, что он стал другим. Он много времени проводит в одиночестве, избегает встречи, по слухам, начал посещать психолога. Фанаты не могут прийти в себя. Сети полны хэштегов, связанных с их историей. Кто-то проклинает Афру за то, что она предала, кто-то поддерживает ее за решимость. Кто-то обвиняет Мерта в излишней эмоциональности, кто-то в том, что он слишком поздно понял, что потерял. В любом случае, ясно одно, это расставание стало болью не только для них, но и для тысяч людей, которые верили в их любовь. Что дальше? Афра, вероятно, продолжит покорять карьерные вершины. Ее талант, харизма и профессионализм открывают ей двери в международные проекты. Мерт же, по мнению аналитиков, должен заново найти себя, и как человек, и как артист. Ему предстоит осознать, что не каждая любовь заканчивается свадьбой, и не каждое прощание навсегда. Но иногда именно боль и утрата делают нас взрослее, глубже, сильнее. Любовь Афры Сарычоглу и Мерта Рамазана Демира – это история о настоящем чувстве, которое не выдержало груза недоверия, давления и эмоциональных ран. Это не просто расставание двух знаменитостей, это конец эпохи для их поклонников. И хотя они больше не вместе, их история еще долго будет вдохновлять, вызывать слезы и оставаться в сердцах тех, кто когда-то верил, что эта любовь навсегда. Если вы все еще не подписались, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Спасибо большое за просмотр моего видео, увидимся в следующем, берегите себя и до свидания.